Тоня и сама не знает, почему так часто вспоминает тот день. Вот просто помнит, и все. Был хороший летний день, за окном ярко сияло солнце и жарило так сильно, что плавился асфальт. И вдруг набежала туча, началась гроза, жуткий ливень, такой, что выйти под него невозможно. И в этот момент вдруг кто-то постучался в дверь. На пороге стояла ее одноклассница Таисия, вся мокрая и продрогшая. Она достала из-за пазухи мокрого пищащего котенка, совсем слабенького. «Вот, возьмите, иначе он погибнет», – торопливо произнесла девочка и кинулась прочь. «Что там, Тонечка?» – выглянула из кухни мама девочки. «Да вот, мам, Тая котенка подобрала, нам принесла. Правда, она очень добрая?» Глядя на мать наивными синими глазами, спросила девочка. «Правда, правда», — погладила по голове дочь женщина. «Только плохо, что за чужой счет». Тоня тогда этой фразы не поняла. Она просто радовалась, что у нее появился котенок, которого назвали Федором. Потом он вырос в роскошного пушистого кота. Тоня часто задумывалась, почему Тая тогда котенка ей принесла, а не понесла к себе домой. Может, потому что знала, что ее мама разрешит оставить котенка, а потом решила, что, наверное, в большой семье Серафимовых просто не нашлось места для маленького существа. Но посудите сами. Виктор Григорьевич, глава семейства, Маргарита Тарасовна, мама, две девочки, Таисия и Олеся, и самый младший братик Коля, совсем маленький еще, только родился. А тут еще выяснилось, что у Маргариты Тарасовны онкологию обнаружили. С каждым днем опухоль все разрасталась и разрасталась. А Маргарита вместо того, чтобы как положено у врачей лечиться, по бабкам кинулась. И началось. Заговоры со свечами, зелья всякие разные, из трав сваренные. Когда Маргарита поняла, что такое лечение ей впрок не идет, и ей с каждым днем становится все хуже и хуже, врачи уже только руками разводили. Поздно, слишком поздно. Вот если бы сразу... Маргарита не стала, когда Коленьке чуть больше года исполнилось, и остался Виктор Григорьевич один с 3 детьми на руках, что называется, мал-мала меньше. Самый старший, Таисии, на тот момент было 9 лет, а Лесе всего 5. Соседи, конечно, помогали, чем могли. Таисия часто у Тонечки в семье была, одноклассница же. Они вместе и уроки делали, и обедали, и даже на ночь иногда Таисия оставалась. А с Олесей и Коленькой мать Виктора сидела. Правда, жаловалась каждый день, что тяжело ей. А тут однажды не успел сын с работы за порог шагнуть, она к нему с разговором кинулась. «Ты вот что, сынок, хозяйка тебе в дом новая нужна. Не дай бог со мной что случится, как с детьми справляться будешь». Виктор сначала предложение матери прямо в штыки принял. «Мама, да ты совсем что ли? 40 еще даже не справили, а ты меня на поиски новой жены толкаешь». Возмутился он. «Что люди скажут?» «А чего они скажут? 3 детей на руках. Кто тебе что может сказать? Ты вот что, не думай о людях, о себе думай. Иди к Катерине Тихоновой, сватайся. Она тоже вдовая. Девка молодая, тихая, хорошая. Будет твоим детям хорошей матерью». Виктор знал, конечно, Екатерину. Ее муж погиб год назад. Несчастный случай с ним приключился. Поехал в город, а его там ограбили и убили. Катерина вон до сих пор по нему убивается, ходит вся черная. Ни ребенка у нее теперь, ни котенка. Совсем одна осталась. А вдруг, как она не захочет за меня идти? Засомневался Виктор. А ты сделай так, чтоб захотела. С пустыми руками не ходи. Цветов вон на клумбе нарежь, в сельпо конфет купи, бутылочку прихвати. Посидите, поговорите, сладится все.
Когда Екатерина увидела на своем пороге Виктора с букетом в руках, она не знала, куда себя деть. Нет, она сразу поняла, что Виктор к ней посвататься решил. Детям мать нужна. Но у нее в голове не укладывалось, как это можно без любви жениться, просто для того, чтобы жизнь себе облегчить. Да и у самой до сих пор в сердце любовь к погибшему мужу жила. Все не могла его забыть. Об одном Екатерина жалела, что недолго они с мужем вместе прожили, не успели и ребеночка родить. «Я, Катерина, с разговором к тебе серьезным. Так уж случилось, что я один, и ты одна. Может, эта судьба распорядилась так, чтобы вместе нам быть?» Начал Виктор издалека. «Ты же знаешь, у меня дети». Катерина усмехнулась. «Вот с этого и начинать надо было. Нянька тебе для детей нужна. Как же мы жить с тобой без любви будем, Виктор?» Виктор посмотрел на нее каким-то тяжелым, тоскливым взглядом. «Как? В уважении жить будем. Иногда уважение крепче, чем любовь людей связывает». Задумалась Екатерина. Всю ночь не спала, ворочалась, все правду искала. Запали ей в душу эти слова Виктора про уважение. «Оно и правда», — думала девушка. «Полюбить я уже, наверное, никого не смогу, а вот уважать получится. Дети у Виктора еще маленькие, уж она все сделает, чтобы они ее полюбили как мать. Да и правда, как им жить без матери?» Согласилась Екатерина, пошла замуж за Виктора. Все делала для детей, чтобы они себя ущербными не чувствовали. Даже ребенка не родила. Боялась, что дети ревновать будут. Подруги ее ругали. «Ты что, Катька, ты же себя буквально в жертву им всем принесла. Виктору, детям, свекрови. Все всем должна. Только тебе никто ничего не должен. Хоть немного о себе подумай». Но Катя продолжала в том же духе. Старалась, чтобы всем в доме было хорошо. Ладно, особенно ее радовало, что все дети ее мамой называют. Значит, все не зря. Значит, смогла я им матерью стать, а не злой теткой, мачехой, думала она. Она частенько баловала их обновками, старалась покупать самые лучшие игрушки. А когда дети подросли и запросы выросли, она в лепешку расшиблась, но на выпускном у Таисии было самое красивое платье в школе. Тая училась хорошо, поступила в институт, и когда приезжала на выходные домой, Катя забивала дочери сумку под завязку, только чтобы девочка не голодала, и еще и денежку в карман всегда на прощание засунет. А потом следом и Олеська школу закончила, и все по новой. Выпускной, институт, сумки, деньги. Но тут случилась беда. Заболели оба разом. И Виктор, и младший сын Коленька. «Вот уж горе так горе», — плакала Катя. «Хоть разорвись. Денег столько на лекарства надо, что даже если меня продать, то все равно не хватит». Катерина достала старенькую швейную машинку и сразу после работы садилась за шитье. Брала она недорого, а шила хорошо, аккуратно. Вот так и выживали за счет Катиных бессонных ночей. Дом свой продала, в котором вместе с первым мужем жили. Жалко было. Он как напоминание стоял о чем-то хорошем и светлом, что в ее жизни было. Как не зайдет Катя свой дом проведать, вроде как к мужу первому пришла. Все ей кажется, сейчас дверь откроется, и он войдет и скажет: «А ну, жена, все, что есть в печи, все на стол мечи. Я голодный, как волк». А потом прижмет к себе, поцелует. Нет, никогда этому не бывать. А дом продавать надо, иначе Виктора и Коленьку не спасти. Шли годы, все дети выучились. Всем Катя помогла на ноги встать, выучиться. Всех девочек замуж отдала. Коленьку последнего женили. Оставалось только жить и внуков дожидаться. Но тут свалилось на Екатерину новое горе.
Скоропостижно умер муж ее, Виктор. Болел он сильно, оказывается, но скрывал от Кати истинное положение дел. Жалеть, что ли, под конец жизни научился. Видел, что она, как рыба об лед, ради их семьи бьется. Не хотел ей еще новых проблем создавать. Катя после похорон Виктора и сама слегла. Как жить-то теперь? Забылась тяжелым сном после всех этих хлопот с похоронными делами связанными. И вдруг слышит сквозь сон, как Таисия к ней подошла. А потом вернулась к брату и сестре в соседнюю комнату и говорит. Спит она, намаялась, не слышит. Ну так вот, по-мужски твердо и решительно начал Коленька. Надо же, как он на отца похож. И голос, и манеры, а был такой маленький, хиленький. Думала сквозь сон Екатерина. А Коленька продолжал. Дом этот надо продать, а деньги между нами троими поделить. С города нам сюда не наездиться будет. А мать куда? Удивилась Олеся. Ну куда? Я к себе взять не могу. У меня места мало. Сразу расставил точки над «и» Николай. Ну и я не могу, отрезала Олеська. Я предлагаю сдать маму в дом престарелых. Я уже узнавала. Там уход хороший. Старичкам всем вместе весело. Врачи дежурят. И она не брошена, и нам хорошо. Заявила Таисия. Екатерина горько усмехнулась. Ну да, подбросить, как котенка, чтоб на улице не погиб. Совсем меня старухой считают. Катя еще долго так лежала, уже без сна, дожидаясь, пока дети наконец закончат подсчитывать барыши с еще не проданного дома. А когда они наконец утихомирились и улеглись спать, она прихватила свои немногочисленные пожитки и ушла. В ночь, в никуда. Теперь она просто никому не нужная старуха, которая перенесла себя в жертву чужим детям. Антонина шла, весело обсуждая с маленькой дочерью, как прошли занятия по ИЗО в группе раннего развития. У одного из мусорных баков она заметила на удивление знакомую фигуру. Не старая еще женщина, прилично одетая, копалась в мусоре. «Тетя Катя, это вы?» – удивленно воскликнула Тоня. «Я Тоня, одноклассница вашей Таисии. Помните меня?» «Конечно, помню, Тонечка. Как твои дела? Все ли хорошо?» Тут же поинтересовалась Екатерина. «Да вот, замужем. В город с мужем перебрались. У него здесь свое дело. У нас большой дом. Доченька вот, Алиса. А вы?» Тоня все никак не могла подобрать слова, чтобы спросить о самом главном. «Ты хочешь спросить, почему я копаюсь в мусорке?» Продолжила за девушку Екатерина. «Все очень просто. Нет у меня теперь ни дома, ни детей. Ничего, для чего я все это время жила, нет. Они меня в дом престарелых решили сдать. Представляешь, я бы, может, и пошла, да кто же меня туда возьмет в 52 года? Вот и хожу, собираюсь, годы выжидаю. Хотела на работу устроиться, так не берет никто. И правильно, кому нужна бомжиха? Тетя Катя, пойдемте посидим, вон там, на скамеечке». Тоня купила Екатерине бургер, стакан кофе, и та долго рассказывала девушке все, что с ней произошло, с тоской поглядывая на малышку, которая делала букет из одуванчиков. «Так что, деточка, жертвы мои оказались никому не нужны». Тоне было ужасно жаль женщину. Она выгребала ей все, что у нее было в кошельке, и отдала Екатерине. Весь вечер эта история не выходила у нее из головы. Она не могла забыть несчастные глаза Екатерины, которая с тоской и болью смотрела на ее дочь. «Тонь, ты чего такая грустная сегодня?» — спросил за ужином ее супруг Михаил. «Я же вижу, ты сама не своя». «А я знаю почему. Мама сегодня с какой-то тетенькой возле помойки разговаривала. Ее дети выбросили.
сообщила своим звонким голоском маленькая Алиса. Михаил аж поперхнулся. «Алиса, ты взрослая девочка, а говоришь глупости всякие». Нет, она правду говорит. Заступилась за дочь Тоня и разрыдалась. «Господи, да мне кто-нибудь скажет, наконец, что за дела у нас случились?» Занервничал Миша. Тоня рассказала ему всю эту деревенскую историю о женщине, которая пожертвовала собственной жизнью ради чужой семьи, а теперь ее, как мусор, просто выбросили. Миша задумчиво потер подбородок. «Слушай, Тонь, а ты вроде няню хотела нанять. Дом у нас большой, хватит всем места». Тоня радостно подскочила. «Ты правда так думаешь?» «Ну, конечно. А ты, лиса, сама давно все придумала и ждала, пока я сам предложу», — рассмеялся Михаил. «Нет, Миш, эта замечательная идея твоя и только твоя. Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Поехали за нашей няней». Алиса радостно запрыгала. «И я с вами, можно?» «Конечно, няни же пока нет», — согласились Тоня с Михаилом. Они объехали все вокзалы, ночлежки. Екатерину они нашли в парке на скамейке. Она лежала на газете, подложив под голову свою сумку. «Тетя Катя, это снова я, Тоня». Екатерина вздрогнула и тут же села на скамейке, испуганно глядя на подошедших к ней людей. «Тетя Катя, пойдемте к нам. Нам няня для Алисы нужна», — продолжила Тоня. «Ой, что вы, от меня же помойкой воняет!» Покраснела Екатерина. «Вот еще!» – буркнул Михаил. «От грязи с помойки отмыться можно, а вот от того, что у некоторых в душе творится, никогда». Они все вместе сели в машину и вернулись в дом, где Екатерину ждал теплый душ и чистая постель. На следующий день к ним вышла симпатичная, моложавая женщина с приятной улыбкой. Это была уже совсем другая Екатерина. Она улыбалась так, как в молодости, когда-то давно. Тоня разыскала школьную подругу. Хотела, чтобы она знала, где живет Екатерина, но потом поняла, что зря поехала. Таисия даже скривилась, узнав, что Екатерина нашлась, ведь они тогда так были рады ее пропаже. А через 5 лет Екатерина переехала, но недалеко. В соседнем доме живет со Степаном Степановичем. И тот безмерно рад этому, а еще тому, что теперь у него есть дети и внуки. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.